try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. С вами Ксюша. И сегодня мы наконец-то с вами встречаемся в формате красок, красоты, цветения и вдохновения. За окном у нас уже так же зелено, как и на моем балкончике. Вот такая вот яркая, сочная зелень будет прекрасным фоном для цветения и демонстрации красоты моих орхидеек. По планам у меня сегодня было показать вам цветение одного сорта. Я очень давно планировала вам его показать. Собственно, наконец-то у меня дошли до этого руки, потому что совсем скоро, я чувствую, уже она будет понемножечку отцветать. Но мне хотелось бы показать ей пока еще цветочки сочные и красивые. И если останется время, я покажу вам обязательно еще какое-то количество своих сортов, которые цветут у меня на сегодняшний день. Итак, когда я показывала вам пересадки, вы наверняка многие обратили внимание вот на эту красавицу. Даже в комментариях девочки задавали мне вопросы по поводу деток, которых рассмотрели на цветоносиках. Да, перед вами Филадельфия, прекрасный сорт, который появился в результате скрещивания двух природников, это стюартианы и шиллерианы. В результате получился вот такой прекрасный гибрид с таким нежным, красивым и очаровательным цветением и не менее очаровательной красоты окраса листа. Посмотрите, насколько красивый лист у этого сорта. Вот такой вот основной серебристое полотно, на котором вот такие красивые леопардовые рисунки. Этот сорт, во всяком случае, очень меня восхищает, потому что я люблю как такой красивый лист, так и вот эти вот милые цветочки с такой необычной формы, которые цветут всегда вот таким пышным облачком. На мой взгляд, эта орхидея относится к мультифлорке, когда цветочков много и они вот так плотно всегда расположены друг к другу, цветут вот таким облачком. Цветочки очень нежные, красивые, вот с такими веснушками, очаровательной кубкой, вот таким язычком, желтенькими щечками. Существует Филадельфия двух образцов: старого образца цветения и нового образца цветения. Перед вами Филадельфия нового образца цветения, которую я купила около 3,5 лет назад. Это была голландская взрослая орхидейка. Купила я ее в одной из групп ВКонтакте, в одном из завозов. Конечно же, когда я ее увидела, она меня покорила своим цветением, очаровала своими листиками. Я даже без сомнения приобрела этот сорт. Сейчас в завозах я ее не вижу. Купить ее можно на сегодняшний день исключительно пока только из частных коллекций, либо деточек, либо кто продает, возможно, свои взрослые экземпляры. Возможно, садовники нас в скором времени порадуют и завезут и навыращивают, скажем так, нам этот сорт, но пока ситуация с ним именно такая. Старый и новый образец цветения отличаются немного именно в цветении самого цветочка, отличается интенсивностью веснушек. Здесь у этого сорта веснушки расположены только на нижних сепалиях.
у старого образца эти веснушки расположены и на боковых петалиях, и на нижних сепалиях. И у этого образца, вернее, у этого цветения, видите, на язычке только у основания эти веснушки. У старого образца они расположены по всему язычку, по всему полотну. Я постараюсь, я найду фотографию Филадельфии старого образца цветения, прикреплю, и вы посмотрите отличия. Еще немножко отличается даже не форма цветочка, а боковыми сепалиями, вернее петалиями, потому что у старого образца цветения они немножко такие рюшистые, и размер цветочка у старого образца немножко меньше, чем у нового. Вот это вот понимание и термин старого и нового образца цветения, это уже, на мой взгляд, такой цветочный сленг, который мы сами, архаманчики, придумали для облегчения общения и понимания. Раз уж мы с вами заговорили о цветочке, предлагаю померить его размер. Я взяла рулеточку и хочу вам наглядно продемонстрировать размах самого цветочка 6,5 сантиметров. Но так как я сказала, что не очень крупный, правда, цветок, но так как они цветут всегда в большом количестве, то цветение всегда очень необычное и очень нежное. Цветение длится не сильно долго, но все же дольше, чем цветут его родители Стюартиана и Шиллериана. Цветение порядка 3 месяцев, и потом постепенно цветочки начинают один за другим отцветать. Сначала они теряют окрас вот такой сочный, потом они такие дрябленькие становятся, ну, как вы знаете, да, как отцветают орхидейки. И постепенно цветочки начинают один за одним отцветать. Сейчас я предлагаю вам посмотреть все же, что происходит у меня с этим сортом, сколько деток, кто из них сейчас цветет и как она меня в этом году удивила. У меня моя орхидейка всегда только цвела. Все эти годы, все эти 3,5 года, пока она у меня была, она только цвела и никогда не давала деток. Я только читала в комментариях, где-то в группах, на форумах о том, что Филадельфия любит детковаться и любит давать деток. Но моя орхидейка только цвела, и я считала, что мне попалась такая неплодовитая мамашка. Но только я об этом подумала, и в этом году она меня уж очень удивила, потому что сначала появился цветонос осенью 2020 года. Это был вот этот вот цветоносик. Вот в конце цветоноса я увидела, что, скорее всего, будет не цветение, а детка, потому что я уже, когда вот такие вот сорта гонят цветонос, и они, вы знаете, вот как-то формируют, вот видно, что не будет цветения, потому что цветонос растет, а бутоны как-то не формируются. И потом в конце появляется вот такая вот деточка. Я, конечно, обрадовалась, потому что такой красивый сорт, когда размножается, это очень приятно. Прошло совсем немного времени, появляется еще один цветонос. Это вот этот вот был цветоносик. Вот он. И в конце тоже цветения, вернее, в конце цветоноса появляется вот эта вот деточка. Я тоже удивилась, обрадовалась, но потом подумала, что цветения мне не видать, потому что теперь орхидейка будет растить своих деток. Я просто очень соскучилась за цветением этого сорта. Наверное, вам знакомо это чувство, когда орхидейка долго не цветет, и вы прямо очень хотите уже увидеть цветение сорта.
Но орхидейка меня все же не разочаровала. Она пустила 3-й цветонос. Вот наравне с тем, что она растила 2 деток на тех 2 цветоносах, она запускает, сейчас буду поворачивать, чтобы вам все показать, вот этот вот 3-й цветонос, то есть помимо вот этих 2 цветоносов, которые уже на тот момент были, на которых она сформировала деток и уже начала их растить, она запускает вот этот цветонос, и это все происходит с осени 2020 года, то есть вот за такой короткий срок. И она у меня все же процветает, как вы видите. Вот на этом цветоносике формируются 2 боковые веточки, и вот с них вот такая красивая гроздь цветочков. Это цветет сама мама. Смотрите, что дальше происходит. Вот этот цветонос, один, на котором росла тоже 2-я детка, о которой я тоже уже рассказала, она запускает тоже боковую веточку. Вот она. Но на ней пока я не пойму, будет ли детка. Но цветение пока я не вижу, чтобы это было цветение, потому что тоже бутоны не формируются. Я так думаю, что тоже, скорее всего, орхидейка здесь формирует детку, но пока я наблюдаю. Дальше в этих дебрях сейчас вот тоже выходит вот боковая веточка с цветоноса, и здесь, правда, только 1 цветочек, вот этот вот. И вот еще боковой цветонос. Я сначала подумала, что это цветонос сформирован у детки, потому что вот посмотрите, да, вот такое ощущение. Сейчас я приближу камеру, и вот вы вот видите такое ощущение, что вот этот цветоносик, вот этот вот, это идет у деточки. Вот и вот цветение этого цветоноса. Но оказалось, что я ошибаюсь, потому что совсем недавно, это уже было весной, появляется еще 1 цветоносик у этой детки. Вот он маленький, вы видите, она его растит. И когда я присмотрелась, я четко увидела, что именно он действительно появился от детки, а вот этот цветонос — это все же боковой цветонос от основного цветоноса. В общем, я уже запуталась сама. Надеюсь, вам понятно. Дальше давайте разберемся вот с этой деткой самой крупной, та, что первая появилась на вот этом основном цветоносике, на котором растет эта детка. Нету ни боковых ответвлений, почки не проснулись, но она у меня запустила 2 цветоносика. Видите? Один из которых она тоже растит. Вот он. Но пока он еще не процвел. И не вижу я, чтобы даже формировались бутончики. А вот второй цветоносик, вот он. А вот у нее, она вот пробудила сейчас 2, вернее, ну да, уже 2-ю вот боковую почку, вот 1 и 2. Посмотрим. Не исключено, что даже здесь могут быть тоже детки, потому что я уже поняла, что она способна очень удивлять, орхидея. Но знаете, как я удивилась, когда я буквально вчера увидела из пазухи, смотрите, растет цветоносик. Новый листик, понятно, растет. Но это ладно, это так не удивляет. Но в этом году она просто меня вводит в шок своим количеством детей, количеством цветоносов от всех детей, самой мамы.
еще и новый цветонос запустила. Сейчас вам покажу ее корневую систему. Я ее пересадила только один раз, когда я ее купила. Вот я достала, я ее, когда приобрела, пересадила ее, с тех пор еще не пересаживала. В этом году я планирую это сделать. Я все думала, ну сейчас она у меня отцветет. Не думала обращать внимание там, что детки, да, на ней. Думала, ну пусть отцветет, и я ее пересажу. Потому что корневая система уже весь объем горшка, весь объем горшок зарос корешками, и прям просится уже к пересадке орхидеи. Плюс еще по длительности рекомендуется пересаживать орхидеи каждые 2-3 года, даже если вы видите, что как бы корни еще не совсем, скажем так, плотно в горшке. Здесь много корней, но я бы не сказала, чтобы он прям плотно забит. Вот вы видите, что достаточно мягко вибрирует при нажатии горшочек. Но рекомендуется пересаживать 2-3 года, потому что происходит истощение субстрата, засоление субстрата, вот, как солями жесткости из воды, так и удобрениями. Поэтому рекомендуется пересаживать. Вот, так она, видите, я теперь не знаю, но я, скорее всего, все равно ее пересажу, несмотря на то, что и новый цветоносик она собирается растить. Вот такая вот красавица. Вот так она меня порадовала и удивила. Я думаю, что вам было интересно. Не сильно долго я рассказывала о ее суперспособностях. Вы не устали. Вот. Ну что ж, давайте я вам покажу еще каких-то парочку интересных своих орхидеек. Давайте, наверное, посмотрим вот на мою подову, которую мы с вами недавно пересаживали, вы помните? Ну все, подобралась я к ней. Помните, да, совсем недавно мы во влагоемкий субстрат пересаживали мою подову. Как вы видите, она прекрасно себя чувствует. Она распустила уже один цветок. Вот такой вот красивый у нее пудровый, такой благородный цвет, с такой красивой губой, щечками. Она уже раскрывает вот и второй бутончик. Давайте, может быть, сейчас посмотрим, что у нее в горшочке. Если мы увидим корешки, все хорошо с ними, все вон зелененькие. Отлично себя чувствует орхидея. Я как-нибудь покажу и прошлые орхидеи с тех пересадок, что мы делали. Рядом с ней моя красавица Алабастер. Она тоже начинает свое раскрытие. Кстати, насчет того, что, смотрите, тоже сколько у меня был ролик на канале. Я тоже хочу сейчас акцентировать внимание. Я говорила, что я цветоносы свои не отрезаю у орхидей. И с приходом весны, вот смотрите, она доращивает мне. Этот цветонос, с которого она цвела, она доращивает. При этом она на старом цветоносе, которому я уже даже не знаю сколько времени, она пробуждает вот боковую почку одну, боковую почечку вторую. И при этом запускает новый цветоносик. Поэтому цветение будет обязательно пышным. Вот эти цветоносы старые, они даже, по состоянию цветоносов видно, они такие уже маленько подтрепанные, но тем не менее я их оставляю, я не отрезаю их, потому что я уже на своем опыте в выращивании и в коллекционировании я уже поняла, что их резать нельзя, потому что орхидейка с каждым своим цветением запускает не только новые цветоносы, но и пробуждает цветочные почки, независимо сколько времени этому цветоносу, насколько давно он может быть в спящем состоянии. Так, не цветущие, наверное, я вам не буду показывать.
О самих цветоносах я как-нибудь тоже вот в ближайшее буквально время сниму ролик. Я тоже покажу вам, сколько у меня цветоносов, которые старые. Вот даже вот сейчас у этой орхидейки, это красавица моя, бабочка Повороте. Вот это у нее новый цветонос, но на старом цветоносе она тоже мне решила вырастить детку. Я даже пастой не мазала, которая тоже собирается цвести. Но давайте я вам покажу все же цветущие орхидеи, чтобы мы наполнились красотой с вами. И вот перед вами это Лас-Вегас. Очень долго цветущий сорт, яркий. Цветет она у меня, запустила она эти цветоносы еще осенью. Всю зиму цвела, она даже уже сейчас вот видно отцветает, потому что многие цветочки уже вот завяли. Но посмотрите, какая она при этом остается яркая, насыщенная. Во всяком случае, возможно, это еще связано с тем, что она цвела у меня, когда еще активность солнца была не сильная, и она не выгорела. Но этот сорт у меня недавно, и это первое домашнее цветение, поэтому я не могу сказать, сильно проанализировать не могу. Но во всяком случае, вот эти цветочки, которые вы видите, она цветет уже вот всю зиму. И вот такая яркая, красивая. При этом она доращивает цветоносы. Я знаю, что этот сорт любит доращивать цветоносы, долго цветет за счет того, что продляет и продляет свое цветение. Так, рядышком у меня бабочка Hotspot. Эта бабочка всегда цветет бабочкой, абсолютно всегда у нее есть защипы, но когда она у меня доцветает, то есть когда она доращивает свои цветоносы, новые порции цветочков, она начинает вот так баловаться. Она может одну петалию сделать защипом, а вторую там вот что-то не дозащипнула. Вот так вот. Я сначала, когда впервые увидела вот такое у нее баловство, я подумала, ну все, в следующем цветении точно она у меня будет не бабочка, раз она выделывается вот так вот. А нет, она абсолютно всегда у меня, покажу вам фотографии, всегда она вот такая красавица тигровая, цветет, но вот так вот немножко ленится, что ли, демонстрировать красоту своих петалей, когда доращивает свои цветоносики. Но опять же, это не на всех цветочках. Вот эти цветочки тоже дорощенные, но с хорошими качественными защипами. При этом она у меня тоже сейчас, кстати говоря, запустила новый цветоносик. Если сейчас получится показать, покажу. Не знаю, видно или нет. Вот он, пиптик там есть. Вот. Этим цветением она цвела у меня всю зиму. Доращивает цветоносики. Вот. Продолжает все же меня радовать своим цветением. А рядышком у меня, посмотрите, кто расцветает. Красавчик Мини-Марк. Этот сорт у меня уже очень давно, прям очень давно, наверное, уже года 4. Но я говорю о сорте, не именно об этой орхидейке, потому что одного я потеряла. Довольно капризный этот сорт Мини-Марк. Потом конечно, мне очень нравится эта орхидея. Вы посмотрите, какая красивая у нее губа, яркая, вот такой капелькой. Вот эти вот необыкновенные оранжевые крапушки по всем ее лепесточкам. Цветочек очень мелкий. Хотите, мы сейчас с вами померяем, потому что у меня рулеточка под рукой. Смотрите. Ух ты, боже мой. Руки перенапряглись держать телефон. В общем, 3 сантиметра цветочек.
Вот. Она у меня цвела, уже больше года назад. И вот сидела просто на одном месте. При всем при том, что, посмотрите, розетка у этого сорта не крупная, у нее листочки довольно сорт мелколистный, не отличается большими листочками, но корневая просто огромная. Вот этот горшок у нас 15 горшок, и он весь вот забит корнями. Здесь она уже, наверное, даже просится к пересадочке, потому что даже вот и зелень есть, и корни внизу уже, видите, как выглядывают. Но боюсь я, конечно, трогать. Вредненькая эта орхидейка, но все же мне придется ее пересадить после цветения. Я, наверное, ее пересажу. Не цвела она у меня очень долго, при всем, что я говорю, что у нее хорошо развита корневая система, и листики с ними все хорошо, но даже стимуляция, я что знаю, как подход найти и при помощи там перепадов температуры с удобрениями фосфорными параллельно, но она меня все же динамила, не хотела мне показывать свое цветение. Наконец-то весной она мне выдала цветоносик. Вот она мне его уже, весной, наверное, в конце зимы, скажем так, она мне выдает цветонос. Вот она весну его растила. И вот, наконец-то, первый цветочек. Красавчик. Скоро, когда веточка распустится, я обязательно вам покажу. Но даже я все равно считаю, что она поскупердяйничала на количество цветов, потому что что-то бутончиков не очень-то много. Есть одна боковая веточка, но на такое количество корней и состояние орхидейки, и силы ее, она могла бы, конечно, процвести и по шикарней. Но я вам обязательно покажу, когда она распустится. Так, ну что ж, друзья, я предлагаю, наверное, заканчивать сегодняшнюю встречу. Она у нас с вами прошла незаметно, я так думаю, потому что мы были в компании такой очаровательной красоточки. У меня о ней многие спрашивали, просили в первую очередь ее показать. Вот, наконец-то мы с вами с ней встретились. Ну что ж, на этом наша встреча подошла к концу. Мы непременно продолжим с вами знакомиться со всеми моими орхидейками. Если есть какие-то еще вопросы, пожелания, пишите мне об этом в комментариях. А с вами была Ксюша. До новых встреч, друзья, и пока! Try to fly